Здорово, ребят! А вот и обещанное в прошлый раз видео по девлогам Catechizis. Этот ролик по сути является их вольным переводом, поэтому я оставлю ссылки на них в описании. Что-то я постарался укоротить, скомпоновать и так далее, чтобы максимально лаконично донести все, что известно о проекте на данный момент. Погнали! История студии Barak Decay — это яркий пример того, как мечты и упорство могут проложить путь к успеху. А началось все с амбициозного проекта под названием Catechizis. В 2012 году команда решила создать небольшую мобильную игру в жанре survival horror, вдохновленную культовыми проектами вроде Resident Evil и Five Days a Stranger, в минималистичном стиле а-ля простенькой мобилки The Legend of Pika Hero. Чтобы найти эту игру, мне пришлось уточнить у них в Дискорде, что это вообще такое. Не путайте с просто Pika Hero, важно, чтобы название было написано слитно. Короткая, но приятная 8-битная игра с прокачкой, которую уже давно удалили из Google Store. На тот момент создание survival хоррора выглядело как необычная идея, которая могла выделиться на рынке мобильных игр. Постепенно разработка разрасталась. Вместо простой страшилки с элементами RPG, игра превратилась в амбициозный проект с акцентом на нарратив. Авторы черпали вдохновение из фильмов Дэвида Линча, произведений Лавкрафта и испанской религиозной символики. К 2013 году они представили первые трейлеры Catechizis, которые буквально взорвали инди-сообщество. В те времена начал появляться Steam Greenlight. Инди-игры набирали популярность, поэтому команда переключилась на ПК-рынок. Но с одним нюансом, о котором позже. Ранняя версия Catechizis рассказывала историю Дэниела, которого его девушка Софи пригласила на ужин. Там она предложила ему участвовать в ритуале черной магии, чтобы спасти больного отца. Ритуал, организованный загадочной соседкой Изабель, обернулся катастрофой. Дом наполнился монстрами, а Софи оказалась в плену сверхъестественной силы. Дэниелу предстояло исследовать зловещий многоквартирный дом, разгадывать головоломки и сталкиваться с опасными врагами, связанными с религиозным культом табалистов. Но, как часто и бывает с новичками, амбиции превысили возможности. Ахиллесовой пятой стала боевая система. Несмотря на ориентированность на ПК-рынок, их игры по сей день держат наследие, тянущееся с мобилок. Их собственный движок, сделанный на основе Java, а разработчик никак не мог заставить боевую систему работать. После 2 лет работы стало ясно, что проект такого масштаба просто не завершить с имеющимися ресурсами. Вместо того, чтобы остановиться, команда пошла другим путем. Создали рабочую сборку, чтобы зафиксировать по ней все, что работает на данный момент. Из нее было понятно, что есть перемещение, интерактив с объектами, система освещения с возможностью брать и расставлять свечи, и базовый стелс, который вообще появился из бага, когда Дэниел, казалось бы, прятался за столом. На основе этого минимума они создали свою первую завершенную игру The Count Lucanor, обзор на которую на днях вышел на моем канале. Если вы его смотрели, то знаете, что интересную игру можно сделать даже имея такой небольшой функционал. Если же нет, то настоятельно рекомендую. Граф Lucanor показывает в миниатюре, чего ждать от их игр. Затем, в 2019 году, свет увидела Япи Псайха, хоррор о корпоративных ужасах, который окончательно закрепил за студией статус талантливых рассказчиков. И хотя новая аудитория ассоциировала авторов в первую очередь с этой игрой, давние фанаты продолжали спрашивать: а что там с Catechizis? Спустя почти десятилетие Barak Decay решили вернуться к своему первому проекту. До официального анонса на Discord-сервере долго ходили шутки, что следующая игра будет survival-хоррором про бейсбол. Какое-то время другая команда делала параллельный проект для студии — Afterlife Pharmaceuticals, идея которого пришла во время ковида. Игра в медицинском сеттинге, где главный герой призывал себе на помощь антропоморфное лекарство, словно пикменов. У проекта была проблема с финансированием, поэтому его заморозили. 2 года основная команда работала над так называемым Project Mosquito, а затем выкатили трейлер 14 ноября 2023 года. Все ли я делаю правильно? От создателей Япи Псайха. Я уделяю много времени занятиям в школе и делаю домашние задания сразу же после возвращения домой. Когда у меня появляется возможность, я всегда помогаю другим людям. Я хожу в больницы и поддерживаю пожилых пациентов.
Я всегда говорю правду и никогда не обманываю. Я не переношу насилие и не обидел даже мухи. Каждый день я хожу на церковную службу, и я помогаю во время месс и постоянно молюсь за тех, кто оказался в сложной ситуации. Отче наш, если ты слышишь меня, молю тебя, дай мне ответ. Если я действительно все делаю правильно, почему все это происходит со мной? Катехизис. На этот раз события разворачиваются вокруг Дэниела, застенчивого мальчика, дедушка которого работает в церкви. После укуса загадочного комара он получает способности, но с каждым их использованием открывается дверь в ад. Днем он учится, работает в супермаркете и пытается вести обычную жизнь, а ночью сражается с демонами в мрачных подземельях. Он выглядит чуть старше своего прототипа, вооружен пистолетом, как и 10 лет назад, но в этот раз это не обычная волына, а кровавая. Не до конца ясно, состоят ли ее пули из крови, но выглядит интригующе. Вся эта тема с получением способностей от укуса комара дает ассоциации с Человеком-пауком. С большой силой приходит большая ответственность. Но в данном случае силы, что получает Дэниэль, больше похожи на проклятие. Ему явно неприятно бремя, что на него упало. Am I a good boy? Спрашивать себя, хороший ли он мальчик, достаточно странно. Для русских сабов под трейлером эту фразу перевели как «все ли я делаю правильно?». Отчего пропала отсылка на прототип, где явно подъебывая, ему задавал этот вопрос Изабель. В то время как ранее табализм являлся культом, что был виновен в случившемся, его роль пересмотрели. Теперь же табалисты — религиозное меньшинство, к кем и причисляет себя Дэниэль. Символика выглядит достаточно странно, будто измененный христианский крест с рогами. Уверен, религия будет играть в сюжете значительную роль. Персонажи стали намного глубже и проработаннее по сравнению с первоначальной версией. Если помните, оригинальная игра сосредотачивалась на молодом Дэниеле, который навещал свою подругу Софи. Тогда Софи была скорее пассивной жертвой, похищенной сектой табалистов. Но теперь ее роль сильно изменилась. Софи превратилась в энергичную и заметную героиню, которая сопровождает Дэниела в его приключениях. Она уже не так наивна, как в ранней версии. Стала озорной, склонной к авантюрам и временами даже дерзкой. Часто попадает в неприятности и бывает слишком озабочена популярностью, но в душе остается доброй и преданной. Это делает ее интересным компаньоном для Дэниела, добавляя ярких красок в их взаимоотношения. Ее родители, семья Келли, тоже играют важную роль. Они знакомы с Дэниелом благодаря их общей связи с табалийской церковью. У Софи есть младшая сестра Эмили, а события игры начинаются в доме Келли. Первое подземелье — это прогулка по их особняку. Все начинается с невинного ужина, но вскоре этот вечер превращается в жуткий кошмар, переворачивающий мир Дэниела с ног на голову. Одно из основных мест игры — школа Мейман, где Дэниел, несмотря на свои ночные подвиги, должен продолжать обычную жизнь. В школе он сталкивается с разными персонажами, среди которых строгая учительница мисс Вивиан. Она настоящий авторитет, особенно для Софи, которую постоянно пытается приструнить. Но за этой строгостью скрывается и забота. Задания мисс Вивиан не только помогают улучшить навыки, но и дают бонусы, полезные в битве с демонами. Однако мисс Вивиан не такой уж и простой персонаж. За ее серьезной внешностью прячутся тайны, которые игрокам предстоит раскрыть. А еще есть мистер Уолтер, учитель физкультуры, чья неуклюжесть вызывает вопросы о его профессии. Их отношения с мисс Вивиан придают повествованию человеческий оттенок. Эти персонажи лишь верхушка айсберга. Игра обещает раскрыть их с самых неожиданных сторон, постепенно углубляя историю. Одна из самых интересных сторон Катехизис — это смена времени суток. Если в ранних проектах вся история укладывается в несколько часов, то теперь у нас полноценный цикл дня и ночи, который влияет на геймплей. От нас зависит, сколько времени Дэниел проведет, исследуя подземелье и выполняя повседневные дела. Некоторые задачи доступны только днем: походы в школу, работу, посещение больницы. А вот ночью начинаются приключения и сражения с демонами.
Если раньше стелс играл главную роль, то теперь сражения перешли в центр внимания. Дэниел вооружен и может атаковать врагов из пистолета, пользоваться ножом в ближнем бою. И если вы играли в такие игры как Nuclear Throne или Enter the Gungeon, то наверняка знакомы с боевкой на основе двух стиков. Катехизис использует похожую механику, но с менее яростным и более взвешенным стилем, ближе к коллегам жанра Survival Horror. И конечно же, стамина с перекатами. У нас появился еще один Souls-like. Противники теперь реагируют на свет и звук шагов, поэтому становится важно уметь комбинировать агрессию с тактикой. Враги требуют разного подхода. Например, те же слизнякоми, на первый взгляд простые, могут заставить напрячься. Для точного попадания нужно время, а если не уследить за выносливостью, вовремя увернуться не получится. Разработчики просят не переживать, если со стороны боевка кажется сложной. Будет и RPG-прогрессия, позволяющая развивать Дэниела в зависимости от вашего стиля игры. Ранее в их играх сохранение ограничивалось специальными ресурсами, монетами или ведьмиными бумагами. Это добавляло напряжение, но, как выяснилось, нравилось не всем. Повторение длинных сцен после смерти вызывало раздражение. Теперь нас ждет система кровавых алтарей. Это контрольные точки, которые активируются при взаимодействии. Если Дэниел погибнет, он возродится здесь же, сохранив сюжетный прогресс, но потеряв доступ к оставленным ресурсам. Враги, конечно, тоже вернутся. Алтари служат не только точками респауна, но и позволяют телепортироваться между подземельями или выйти обратно в город для подготовки. Ну говорю же, еще один Souls-like. Возле алтаря можно не только отдохнуть, восстановив здоровье и патроны, но и улучшить навыки с помощью кровавого ресурса, собранного в бою. Интересно, что они вписаны в мир игры. Гема Феретра – центральный алтарь, связанный с другими через кровавые вены. Этот элемент навеян древними верованиями, где гробницы символизировали переход между мирами. В Кетехизис использование алтарей поднимает множество вопросов. Кто их оставил, как давно они появились, и почему рядом с Дэниел возникает странная тень при повышении уровня. Вставлю свое мнение. Предыдущие два проекта я бы не назвал сложными играми. Не считаю себя прям хардкорным игроком жанра Survival Horror, но понятное дело, что с выпуском Япи Псайха, за которую студию большинство знает, пришло больше игроков, в том числе и откровенных казуалычей. Баракам виднее за обратную связь аудитории, и, в принципе, система костров действительно видится чем-то средним между автосейвами и сохранением за ограниченный ресурс. И напряжение сохранится, и проскипывать диалоги, которые ты уже читал, не придется. В принципе, меня устраивает. Одним из врагов, с которым столкнется Дэниел, является Маскулики. Довольно уникальное создание, которое поднимает планку сложности в сравнении с врагами из предыдущих игр. Монстры в Катехизис ведут себя более активно. Маскулики — это хитрый противник, который предпочитает держаться на расстоянии от Дэниела, вызывая шипы из земли, что заставляет игрока быть в движении и избегать урона. Кроме того, у Маскулики есть странная особенность. Когда он, казалось бы, завален и начинает сдуваться как воздушный шар, это всего лишь обман. Если вы не добьете его, он снова встанет и продолжит бой. На ранних стадиях у Маскулейки было умение избегать пуль. На бумаге это работало, но недавние бета-тесты показали, что это вынуждает игроков переходить на ближний бой и отбивало желание использовать пистолет, что, конечно, противоречило задумке игры. Поэтому разработчики убрали у Маскулейки уворот от пуль, чтобы поправить баланс. Каждый враг добавляет свои особенности и трудности в игру, требуя от игрока тактического мышления. Будет необходимо выработать стратегию для каждой новой угрозы. Проект продолжает набирать обороты, и взгляд на то, как команда подходит к разработке, позволяет лучше понять масштаб их работы. Как упоминалось ранее, разработчики возвращаются к идеям, которые были заложены в основу проекта более 10 лет назад. Однако, теперь они переработаны с учетом опыта двух предыдущих игр. На момент записи апрельского девлога команда завершила этап препродакшена, где уточнялись сюжетные линии, перерабатывались персонажи и сценарий. Затем началось основное производство, главная цель которого — создать играбельную версию игры от начала до конца. Пусть она будет наполнена черновыми элементами и временными решениями, но это позволит увидеть общую картину и избежать крупных проблем на поздних стадиях.
Работа над проектом разделена на конкретные задачи, распределенные по 11 главам игры. Сюжет. Создается финальный сценарий с проработкой диалогов и последовательности действий для каждой главы. Дизайн. Выстраивается ритм игры, структура уровней, типы врагов, головоломки и ключевые события. Арт. После завершения сюжетной и дизайнерской проработки рисуются спрайты с вариациями и анимациями. Музыка. Майк Гарот Келли, известный за ост Япи Псайха и Вальгалла, вдохновляется сюжетом и общим настроением для создания композиций, идеально подходящих под конкретную главу, и пишет саундтрек. Программирование. Внедряются инструменты для работы с ловушками, визуальными эффектами и врагами. Скриптинг. На этом этапе все элементы соединяются в одно целое, после чего главу можно тестировать и дорабатывать. К моменту публикации апрельского девлога работа шла над 6 главой, а сюжет 7 находился на стадии окончательного утверждения. А теперь перенесемся к октябрьскому девлогу, где команда делится результатами первых серьезных тестов. Они провели закрытое бета-тестирование 2 начальных подземелий игры, сосредоточив внимание на боевой системе и прогрессии персонажа. Эти механики – главное нововведение проекта, и на их доводку выделили дополнительное время. На текущий момент сценарий завершен, за исключением деталей, касающихся альтернативных концовок. Стоит отметить, что весь текст был переписан с нуля, несмотря на существование прототипа сценария, созданного более 12 лет назад. Да, сюжет писался и дорабатывался по ходу разработки. Это еще одна отличительная особенность производства их игр. Также активно добавляются катсцены и расширяются карты. Игроков ждет 11 глав, более 44 различных врагов и продолжительность, значительно превышающая Япи Псайха. Предстоит много часов, проведенных в мрачной, загадочной вселенной Катехизис. Этот проект впечатляет своей душевностью и тщательной проработкой. Видно, что команда хочет подарить своим фанатам лучший опыт, на который только способна. И это их самый амбициозный проект на сегодняшний день. В ретроспективе он показывает, как многого студия смогла достичь, начиная с The Count of Lucanor и Япи Псайха. Однако нельзя не упомянуть, что поднятие религиозных тем – дело рискованное. Надеюсь, их не коснется волна отмен, потому что такие смелые проекты заслуживают того, чтобы видеть свет. Катехизис полностью соответствует духу игр студии. Она мрачная, но при этом не лишена надежды и фирменного юмора, который делает мир более живым и запоминающимся. Что особенно радует, так это то, как свежо проект смотрится на фоне современных игр. Эта игра – глоток свежего воздуха, который вдохновляет и дает веру в будущее. Определенно стоит добавить ее в список желаемого в Стиме и ждать выхода. Русский язык заявлен. Через 1-2 года, скорее всего, выпустят. А если понравилось это видео, то можете поставить лайк, подписаться на канал, если вы здесь впервые. Также можете заглянуть в телегу. Новости по каналу я кидаю обычно туда. А так, всем хорошего дня, вечера, утра. А на этом все.